Привет, друзья! Вы на молодом и самом интересном канале Лука, на котором интересно все, даже реклама. Сегодняшняя подборка посвящена нападениям животных на людей. Мы надеемся, что после просмотра нашего видео вы не будете допускать такие ошибки, как наши герои. Ведь всегда лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. А мы поехали! Опасными для человека могут быть не только сухопутные хищники, не меньшую опасность представляют и морские. Вот, например, морской лев. Пока вы вне поля досягаемости для него, все хорошо. Но только вы приблизитесь, так чтобы он мог вас достать, тут же хищник атакует. И после того, как вы оказались в воде без помощи, морской хищник будет делать с вами все, что захочет. Но не в этот раз. Отец этой девочки мгновенно кинулся в воду и вытянул дочь свою, не оставив хищнику ни малейшего шанса. Живой танк, именно так называют носорога. У этого животного непредсказуемый и агрессивный характер. Он может противостоять не только царю зверей, а даже слону. И что для него автомобиль, так консервная банка, которая скорее всего его раздражает. В интернете много гуляет видео, где наш герой нападает на авто, таранит и переворачивает их. Людям, которые внутри таких авто, особо не позавидуешь. Как вот в этом ролике. Казалось бы, милые, симпатичные, мягкие игрушки, только вспомните о кунг-фу панде. И вдруг такие жестокие нападения на человека. Как вот на видео, посетитель зоопарка решил сделать фото на фоне медведей, но и прозевал атаку хищника. Хорошо зацеп когтями пришелся на катоновую куртку, поэтому человека удалось отбить. Но одеждой пришлось пожертвовать. К слову, панду удовлетворил и такой трофей, с которым она после всего играла, как ни в чем не бывало. Казалось бы, совершенно ровная ситуация. Туристка помогает хозяевам мыть их домашних слонов. Но великану что-то не понравилось, и он бивнями отбрасывает женщину от себя подальше. В России, на Дальнем Востоке, медвежонок приблизился к человеческому жилищу, и люди спрятались в сарае и снимают, как их собака Лайка с медвежонком играет. Прикольно. Было бы так, если бы не показался из-за первого медвежонка второй. Да и пара медвежат еще не беда. А вот как только за медвежатами появилась мама-медведица, тут уж все. И бежать некуда, если что. А если что, немедленно пришло. Мама-медведица узрела опасность для своих деток и бросилась в атаку. Страшно представить, что она сделала с людьми. Самое время поставить лайк, поставить сердечко в комментах и подписаться на Луку, и тогда огромный плюсик прилетит к вашей карме гарантирован. А мы продолжаем. С хищниками нужно быть начеку, даже когда тот дрессированный в наморднике. Малейший неизвестный для него запах или звук может вызвать всплеск ярости и агрессии. Именно в этом случае, что вы наблюдаете, все нормально. Дрессировщики медведя находились рядом и мгновенно кинулись на защиту журналистки, которая сегодня получила огромную порцию адреналина, возможно, даже самую большую в жизни. Но не только хищники угрожают человеку, даже такие лошадки, как зебры, могут изрядно потрепать зазевавшегося туриста. Кстати, это одна из причин, почему люди не могут в полной мере приручить зебр и использовать их как обычных лошадок. Хотя силы у этих монохромных копытных предостаточно. В зоопарках не только посетителям грозит опасность, гораздо больше она грозит работникам учреждения. Они-то должны быть особенно осторожны. Двое работников зашли в вольер к львам. И как раз в тот момент, когда царь зверей был не в настроении. К слову, львица помогала успокоить своего супруга. Убить человека лев, наверное, не хотел. Скорее всего, он показал всем, кто есть царь. Ну, на этот раз обошлось. А как будет в следующий раз, никто не знает. В этом мини-ролике вы увидите ужасную трагедию, в которой реально погиб человек. Турист, находясь на природе, по сути в гостях у диких зверей, решил подразнить дикого медведя, который и сам уже унюхал человека. И вместо того, чтобы тихонько уйти или даже убежать, турист начал кричать и звать хищника. Косолапый долго вынюхивал и выискивал источник шума и запаха, метался и мотылял головой туда-сюда. Ну и все ж таки узрел человека. Медведь кинулся на туриста. Дальше была просто жесть. Такое впечатление, что жертва косолапого даже не думала убегать. Слабонервным лучше не видеть и даже не слышать. Будьте осторожны на территории диких хищников. В небольшом городке на Дальнем Востоке России, средь белого дня бурый медведь догоняет прохожего.
Интересно то, что вокруг ездят автомобили, и все это происходит недалеко возле автомобильной заправки. И особой реакции от окружающих не видно и не слышно. Такое впечатление, что это обычная ситуация, так у них происходит постоянно. Хочется верить, что мужчине удалось таки убежать от Косолапова. Вот на сегодня и все. Напоминаю, что если вы поставите лайк, поставите сердечко в комментах и подпишитесь на наш канал, к вашей карме обязательно прилетит огромный и жирный плюсик. На этом все. Всем пока.